Ребята, привет! С вами снова Лили, и я для вас с новым выпуском о нашем путешествии. Давайте поговорим, поболтаем. В комментариях пишите, кто тоже был в этом же городе, куда мы отправились из Барселоны. Будет интересно узнать, понравился вам город или не понравился, или, может быть, какие-то бы вы посоветовали лайфхаки на будущее, потому что на самом деле кажется, что, может быть, мы чего-то не учли, чего-то не досмотрели, но я расскажу то, что нам понравилось, то, что мы увидели, и то, как мы туда добирались. И речь пойдет о столице региона Апулии в Италии, о городе Бари. И первое, с чего я начну, это как мы летели из Барселоны в город Бари. Конечно, мы бы и, может быть, рады провести все лето в Испании, но оказалось, что цены на проживание в Испании в июле месяце в 1,5-2 раза выше, чем цены на юге Италии. Поэтому, так как мы там уже были на юге Италии, мы были и в Бари, и в прекрасном Альбарабелло, в городе Лечче, в городе Барлетто, и мы решили вернуться туда. Нам все подходило по ценообразованию, по климату и по доступности этого региона, то есть из Барселоны в Бари летают разные авиалинии, наверное, но мы воспользовались самой, как нам показалось на тот момент, доступной. По-моему, Ryanair тоже летает. Мы полетели на Вуэлинге. Это барселонский лоукостер, который выполняет полеты вообще в очень много разных направлений. И после того, как я летала ими в Португалию, мне они очень понравились, поэтому было принято решение лететь на Вуэлинге. Да, там обслуживание на борту платное, но оно очень классное. Я имею в виду, что вся команда, весь персонал очень доброжелательный, очень приветливые, очень учтивые, очень красивые. Меню в виде книжечки, по которой ты можешь выбрать напитки, закуски, по-моему, там были сэндвичи. Жалко, что я книжечку не подсняла. Книжка была красивая, прям с картинками. И там на испанском, на английском, в принципе, понять было легко, что предлагается. И еще мне очень понравилась в Вуэлинге система чек-ина, ну, регистрации. То есть в аэропорту у них выделено очень много стоек, на стойках нет сотрудников. Вы самостоятельно подходите к терминалам, к таким аппаратикам, которые стоят на... Ну, как бы на входе в терминал 1, как там получается, что таксист обычно спрашивает, какими авиалиниями вы летите. И когда говоришь Вуэлинг, он подвозит прям к этому входу, вы заходите, и там вот просто сразу видны эти желтые аппараты, подходите к аппарату, вбиваете свою там фамилию, номер паспорта, либо же номер брони, билета. Все очень просто, все очень прям, ну, прям вот сделан для самых непонятливых, и распечатывается посадочный. Дальше с этим посадочным вы подходите к стойкам, на которых нет сотрудников, и есть такой сканер, как в магазинах. То есть у вас, допустим, штрих-код, да, вот билет, а вы его подносите к этому сканеру, он там пим-пим, и получается вам распечатывается. Ну, это делают те, кому надо сдать багаж. Потому что у этих стоек вот эти ленты транспортные, которые забирают ваш чемодан и сортируют, кто куда летит. И, соответственно, я пропикала билет, мне распечаталась такая, как это называется, лента багажная, бирка, которую нужно самой наклеить на чемодан. Дальше, ну и все, и он отправляется уже, хотела сказать, в космос, но почти, отправляется в путешествие. Собственно говоря, все было хорошо, мы успешно зачекинились, и мне еще понравилась их система, то, что не все идут в одну очередь, а там 3 разных группы, и на билете прописано, вот у нас была бординг-группа 3, и это так удобно, это как-то нет толкучки, нет давки, каждый знает, какая у него группа, все очень организовано. Но
Но что хочу здесь отметить, когда мы летели обратно, забегая вперед, из Бари в Барселону, это никакого автоматизма не было, все в ручном формате. Во-вторых, там сломалась лента, которая там багаж увозит, ее долго не могли починить. Сотрудники вручную там что-то кидали эти сумки, очередь скопилась, тролливали тыры-пыры. Поразили цены в аэропорту Бари, когда мы вылетали в зоне вылета, очень дорого, гораздо дороже, чем в Барселоне. Я что-то немножко прифигела. И, короче, никаких тебе групп 1, 2, 3. То есть на билетах вроде была напечатана boarding групп, но никто никаких разделителей не делал. Все в этом самом, в одном контексте. Я просто, это к чему еще хочу сказать, что, допустим, из Барселоны в Бари мы летели, все было на автоматизме, и никто даже визы не проверял, то есть ничего, то есть все так настроено классно. А когда мы летели уже из Бари в Барселону, там уже и визу проверяли, да, уже все так чекали вручную, вот я говорю, багаж вручную, документы вручную, все, регистрация вручную, все в таком механическом формате. Но это, как сказать, я не могу сказать, что это только в Бари так, потому что, возвращаясь к тому, что я летала уже Вуэлингом в Португалию, картина была идентичная, потому что когда я летела уже обратно из Португалии в Испанию, они проверяли визу, там вот как раз возник вопрос, что у вас национальная виза Д, а не туристический Шенген, и мы разбирались, и багаж вручную мы взвешивали, и чеки, ну, в общем, все это было вот тоже в ручном формате. И, кстати говоря, в Португалии, это был аэропорт Фару, мне кажется, он был еще меньше, чем Бари, но, может быть, это потому что времени больше прошло, и воспоминания не так свежие. Аэропорт сам по себе Бари тоже маленький, но мне показался покрупнее, чем в городе Фару. Ну, вот, собственно говоря, это то, как мы летели. И вот мы прилетели в сердце Апулии, в регион на юго-востоке Италии. Мы получили наш багаж весьма быстро. Мы вышли из аэропорта Бари и стали искать такси. При этом мы помним, в прошлый раз мы такси не увидели, но в этот раз мы все-таки решили поискать, потому что в Барселоне с этим нет проблем. Ты выходишь по прилету, спускаешься вниз по стрелочкам, где стоянка такси, и очень быстро садишься в такси, и тебя везут куда надо по счетчику. А здесь такой картины не наблюдалось, мы так такси не нашли. Возможно, оно было, но их, может быть, несколько машин стояло, и они взяли пассажиров и уехали. Поэтому мы пошли по навигации, там все очень просто, к поездам, которые шли до Бари Централи, до центральной железнодорожной станции, так скажем, для того, чтобы уже дальше проложить свой путь пешком до апартаментов, в которых мы останавливались. Все прошло успешно. Единственное, были очереди к стойкам для того, чтобы купить билет на этот поезд. Но если у вас карточка, а не наличные, то это можно сделать и в кассе, я имею в виду купить билет, оплатить билет. Ждали мы поезд, кстати, долго, почему-то он опаздывал, время все переносилось, людей становилось все больше, больше и больше. Я думала, боже мой, как мы залезем, как мы влезем, как вообще все будет. Ничего, вообще нормально все как бы прошло, и ну ничего страшного. Вышли из самолета и нашли такси, вообще не очевидно. По стойке есть такси, а машин нет. Поэтому сели на поезд и поехали до центрального вокзала Бари на поезде. Один билетик стоит что-то типа 5 евро, 5,10 или 5,20, как-то так. Вот, апартаменты рядом с вокзалом железнодорожным, рядом с Бари Централи. И вот наконец-то мы в Бари, и
стали искать наш отель. Симки мы купили еще в Барселоне для того, чтобы у нас был доступ к интернету. Даже не симки, а симку. У нас был такой с собой третий, так называемый, общий телефон на двоих, где была симка испанская. Мы использовали просто по полной, как бы, мобильный интернет. Мы качали там карты, смотрели отзывы, куда пойти, как пройти, что это, а что вот это, для того, чтобы быть полностью в курсе всего, что вокруг нас, где мы ходим, что это, с чем его едят и так далее. Кстати, расскажите, а вы покупаете симки в путешествиях или как-то справляетесь без онлайн-режима? Не знаю, мне кажется, сейчас такой мир интернета и потребления информации колоссальный, что вот просто Wi-Fi в номере, чтобы там посмотреть что-то перед тем, как пойти дальше в город, уже не хватает, недостаточно. Хотя, может быть, если задаст такой, ну, типа целью, да, такое провести испытание, то, мне кажется, в принципе, раньше же мы так и делали. Вот, интересно, как это у вас обстоит, рассказывайте, делитесь в комментариях, давайте общаться, разговаривать на разные темы, в том числе даже и на такие. Что не понравилось при выходе в город с вокзала, это мусор, это очень-очень много мусора. И такое было какое-то ощущение грязи, при том, что я 4 года назад этого не помню, либо не замечала. Но мне кажется, что город был гораздо чище, гораздо чище. Вот по моему такому субъективному какому-то пониманию вопроса чистоты сравниваю я с Москвой. Вот, и сравниваю я, например, с той же самой Барселоной, где мы были, было чисто. Вот. Поэтому здесь как-то вот странно, что, ну, я понимаю, там еще какие-то улочки, ну, можно закрыть глаза, но это центр, это лицо города, ты выходишь, это центр у вокзала. У нас все привокзальные площади вылизаны, вычищены, красота. Тоже я могу сказать и про центральный вокзал Барселоны. Вот здесь непонятно, как бы, что произошло, и это не то, что день такой выдался, ведь на обратном пути мы же тоже через этот вокзал ехали до аэропорта, и также было грязно. Я вот уже обратила внимание, думаю, я посмотрю, может быть, мне показалось, может быть, что-то там, не знаю, но, увы, нет. А сейчас самое интересное про наш отель. Отель я бронировала на букинге. Это просто со мной происходит уже не первый раз. Несмотря на то, что я его бронирую с предоплатой, у меня была небольшая предоплата. Ну, точнее как, то есть деньги были зарезервированы, но их не сняли. То есть вообще оплата должна была происходить на месте. И вот уже в который раз я замечаю такую интересную историю. И я не могу понять, как бы, почему так происходит. Напишите, происходит ли так с вами, и как вы думаете, а может быть, знаете, почему такое случается. Меня попросили удалить бронь с букинга, снять бронь, и сказали, что мне сделают скидку, там скидка была типа 15 евро. Я такая, ну, что-то как-то так сомневалась, ну, потом думаю, ладно. И я удалила бронирование. У меня не было штрафов за удаление это бронирование, мне сделали скидку 15 евро. Другой вопрос, то что, ну, я, конечно же, не могу оставить свой отзыв теперь на букинге об этом месте проживания, ну, потому что я как будто бы там не жила. Мне апартаменты вообще не понравились, и у меня еще есть такое подозрение, что меня поселили в апартаменты не той категории, которую я как раз на букинге бронировала, резервировала. Возможно, у них была занята эта комната, а возможно, они просто тупо впарили другую комнату почти этой же цены, но комната была такое себе. Очень тяжело открывалась сама дверь, что первая, которая ведет на этаж, что дверь, это просто было невероятно невыносимо тяжело, это была жара, мы были все мокрые, просто с нас текло, и мы никак не могли открыть эту дверь. Грубо говоря, там был ключик, как от бабушкина шкафа, то есть там была такая дверь, как от шкафа. Там был ключ, как от шкафа, и в этой скважине этот ключ не проворачивался, и это был просто какой-то тупизм, потому что ни я, ни Андрей мы не могли справиться, поймать вот этот вот момент, чтобы
что-то там случилось, переключилось, какая-то перемычка сработала, чтобы дверь открылась. Это было реально ужасно. Не самые лучшие воспоминания. И изнутри поэтому мы дверь не закрывали, потому что могло случиться такое, что мы закроем, а потом полдня будем сидеть в номере и не сможем открыть дверь. Вот так. Вот так. Мы просто... Какое мы решение нашли? Мы подпирали дверь чемоданами. Вот так мы закрыли дверь, ребята. Вот так вот. Потому что ключ и вот этот замок — это полный трындец. Это можно закрыть как бы дверь снутри и хер понять, когда ты из нее выйдешь. Поэтому мы забаррикадировались таким способом. Этой ночью мы забаррикадировались вот так. Гораздо существеннее. Потому что сегодня утром оборвалась уборщица, я лежала голая. Вот на этой спальне. Сегодня ключ не работает, снуты не странно. Мы решили составить все пакетами и бутылками. Вот здесь в пластиковом таком белом пакете, что если вдруг она зайдет, бутылки упадут, мы проснемся и поймем, что к нам кто-то зашел. Ой, вот такие дела. Нет, ну, конечно, с собой там не было никаких там, знаете, драгоценностей, так скажем, что мы там что-то переживали, боялись, но тем не менее, да, как бы это было реально смешно, но вместе с тем я такая думаю, блин, ну я же нахожусь в Европе, и здесь не работает замок в дверной, блин, скважине. Я просто, это было что-то с чем-то. Конечно же, чтобы так, как сказать, отойти от такого шок-контента, мы пошли и присели в самом ближайшем, прям в самом первом попавшемся заведении, и все. И мне стало так хорошо и прекрасно, это был вкусный аперитиво, мы взяли 2 апероля, нам дали целую доску разных закусок, это было все так вкусно и так классно. И дальше мы пошли гулять, и в этом видео я вставляю небольшие фрагменты нашей прогулки. Мы сидели ночью в порту, мы дальше гуляли по ночному городу, и я скажу так, что это был такой, вот эта половина дня, она была очень такая памятная, красивая, потому что, конечно, Бари очень красивый город, и вот эта вот ночная движуха, то есть, ну, вот это непередаваемое ощущение. И потом мы еще раз присели, то есть мы сколько заведений? 3 заведения посетили, но мы уже так покушать сели первый раз за весь день. Прям, я говорю Андрею, давай натрескаемся морепродуктов, вкусненько-вкусненько покушаем, потому что, по сути, мы в тот день не ели. Мы перекусили что-то в Барселоне в аэропорту, дальше мы прилетели вот с таким кейсом, с отелем столкнулись, потом мы присели по аперольке, потом мы присели по винчику, потом мы вышли в вечерний город, мы очень долго гуляли, и нам повезло, что в заведении было свободное место, потому что оно было просто full house, то есть оно было забито, и просто кто-то вставал, уходил, и я поняла, что это очень, наверное, классное место, итальянская речь, итальянцы, и у всех очень много всего заказано на столах, и действительно заведение классное, очень вкусные морепродукты, я брала осьминога, и цены нормальные, ну, то есть абсолютно не какой-то космос. Вот, осьминог в Барселоне стоил дороже.